sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Теперь мы вязали на изнанке. Вот так закончили. После этого я буду вязать только по бурдону. Обвязывать я буду только его. Сам мотив я в эту работу вовлекать не буду. Захожу прямо под бурдон, захватываю рабочую нить. Это получается вот так. Еще раз смотрите. Петля на крючке, бурдон здесь, мотив ниже. Я захожу под бурдон, захватываю рабочую нить и вот так вот провязываю столбик без накида. Потом еще раз и повторяю это много раз. Провязала 30 столбиков без накида. Вот такое у меня получилось корявое вязание. И все сейчас изменится. Так, я беру вот эти столбики и вот так вот спускаю вниз. За бурдон тяну, а столбики вниз. Вот они у меня вот такие получаются. После того, как я провязала 30 столбиков без накида, получается вот такой завиточек. Я добавлю еще 5 столбиков. Это какой-то уж маленький. 5 столбиков еще довяжу по бурдону. 5 столбиков довязала, и теперь я тоже их распределяю чтобы было все ровненько. Теперь я этот обвязанный бурдон складываю вот таким образом, это лицевая сторона, чтобы последний столбик провязанный оказался на вот этой линии, вот здесь, вот. Беру крючок, который потоньше, захожу с изнаночной стороны в самый последний, а точнее первый столбик, когда мы начали обвязывать бурдон. Вот примерно здесь, если даже это не точно. Вот. И теперь я подхватываю петлю последнюю, какая образовалась, когда я вязала последний столбик без накида. Я накидываю на крючок. Вот так вот. И эту петельку я попытаюсь протянуть через вот этот столбик, самый первый. Вытянула еще из первого раза.
Хорошо. Вот так получается. И теперь я хочу обвязать снова бурдон. Я не буду пока прикрепляться сюда. Я свяжу воздушную и опять перехожу на вязание, обвязку бурдона. Захожу под бурдон и начинаю. А вообще-то можно сделать вот так. Вот. Я этот бурдончик пока не трогаю. А не обвязанный бурдон я не трогаю, а вот тот, который обвязанный, мы его сейчас украсим. Вяжем еще 2 воздушных, даже 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Я перед этим провязала одну, и в итоге у нас получается 5. Теперь мы с лицевой стороны поворачиваемся на изнанку. На изнанку вот этого колечка. Вот это лицевая сторона колечка, а это изнаночная. Накид на крючок и пропускаем 1, 2, а в 3 столбик предыдущего ряда я вяжу столбик с одним накидом. 2 воздушные, накид на крючок, и опять я пропускаю 2 столбика, а в 3 провязываю столбик с одним накидом. 2 воздушные, и так по всему ряду круговому, пока мы не придем в самое начало. Провязала до самого конца. Когда я разворачиваю, вот я вязала так. Это изнанка. Я поворачиваюсь на лицевую сторону и вот так колечко беру и вот так кладу. Получается такая картина. Бурдон здесь, провязанный ряд здесь, и теперь надо бурдончик этот в работу. Значит, я поворачиваюсь на лицевую сторону. Мне надо, чтобы это колечко лежало сверху, и поэтому бурдон надо будет обвязывать вот так. Он должен идти. Вот так вот. Где я закончила, подтягиваю петельку, подтянула. Теперь мне надо бурдончик сюда, к этой петле, чтобы он красиво прикрепился. Я беру тоненький крючок, вот так на уровне
ряда. Вот я его проткнула насквозь. Потом беру рабочую нить и протягиваю через бурдон и через петлю. Все, он уже никуда не денется. Теперь я могу обвязывать. Вот так лицевая сторона, вот так это колечко. Я бурдон беру сверху, вот сюда, и буду обвязывать. Одна воздушная, чтобы ничего не стянуть. И захожу сразу в первую арочку сюда. Самая первая арка. И буду, конечно же, вязать столбики без накида. Один провязала, второй и третий. И сюда же четвертый. Все под одну арочку. Подтягиваем бурдоном, и вот так получается. Следующая арочка мы тоже провязываем 4 столбика без накида. И все арочки мы провязываем до самого конца кругового ряда именно таким образом. По 4 столбика без накида. Вот по этому ряду. Обвязала все арочки. Порастягивала, чтобы было все равномерно. Это была изнаночная сторона. И я поворачиваюсь на лицевую. Вот так вот у нас все выглядит. Можно продолжить обвязывать бурдон, сделать еще один завиток. Можно вот так вот положить сверху, сделать еще пико, можно, но я сделаю вот так, попроще. Мы будем вязать что-то более сложное, но потом. Для начала хватит. Хватит вот этого. Значит, там, где я провязала, вот тут вот находится петля рабочая, а здесь у нас конец, или точнее начало вот этого ряда, который мы провязали в прошлом. И теперь я протыкаюсь в самом первом столбике этого ряда, который я обвязывала мотив. И нахожу петлю вот этого завитка, какую только что провязала. Петля последняя, та, что я обвязывала бурдон. Вот она. Я сверху бурдона, бурдон внизу, а я крючок располагаю сверху над бурдоном и захватываю петлю с этого колечка. Вот так у нас получается. И эту петлю я протягиваю через столбик, который захватила в первую очередь, вот сюда. И вытягиваю его на улицу. Вытянула. Вот так вот. И теперь надо еще вот этот краешек тоже подхватить. Для этого я провязываю одну воздушную, и
захватываю вот этот кончик. Здесь самый край. Под 2 петелечки зашла. И протягиваю рабочую нить. Протянула. А потом эту петлю, которую я вытянула, я уже протягиваю ее аж сюда. Вот, теперь они у нас все соединены воедино. Вот так получается. Я думаю, на этом можно и закончить. Так, мы теперь прикрепляемся. Можно сделать еще прикреп прямо по мотиву, найти крайний столбик и протянуть вот по мотиву крайний столбик. И здесь прикрепиться. Даже можно не за этот ряд, а за дальние петли, за полупетли. Вот так. И прикрепиться. А потом столбик без накида. Ну, тут уже остались такие отделочные работы, что девочки прекрасно сами разберутся. И если вдруг среди вас найдутся какие-то творческие перфекционисты, и они захотят продолжить вязание, то просто вот этот бурдончик обвязать точно так же, как мы обвязывали этот завиток, столбиками без накида до конца. Обвязываем, если у вас бурдон остался, обвязываем его еще и еще до самого конца, а потом, как нам больше понравится, мы его прикрепляем в каком-то месте. В общем, рукоделием, придумываем, фантазируем.